Мороженое – один из самых любимых десертов у детей и взрослых. История мороженого насчитывает не одно столетие. Первые ледяные десерты начали готовить еще кулинары времен Александра Македонского. Безусловно, до современного лакомства этим прародителям мороженого было далеко. Потому что рецепт, отдаленно похожий на привычный современный продукт, появился впервые только в 17 веке. С тех пор многое изменилось, и мороженое из эксклюзивного, редкого и дорогого десерта стало обычным и доступным каждому лакомством. На сегодняшний день в мире доступно около 1000 видов мороженого. В 1851 году в Америке была выпущена первая партия десерта в промышленных масштабах. Производство мороженого начинается с тестомесильного отделения, в котором создается тесто для стаканчиков. Жидкое тесто подают в приемный бак печи, оттуда оно автоматически разливается в раздвижные формы, матрицы. Образуется конвейер движения в обогреваемом пространстве. По окончании выпечки матрицы поднимаются. Формы автоматически раздвигаются, и готовые стаканчики подают на стол. Формы сдвигаются, и все повторяется. Массу поступающего в форму теста регулируют трехходовым краном и величиной сечения отверстия распределительного устройства. В варочном отделе в специальную ванну закладываются масло, сахар, молоко, а для шоколадного мороженого – какао. Готовую смесь не замораживают, а наоборот нагревают до 92-98 градусов, этап пастеризации. Делается это для того, чтобы в мороженом не завелись вредные микроорганизмы, и чтобы оно долго оставалось свежим. Следующий этап – гомогенизация – это дробление крупных частичек жира для повышения однородности смеси. Так как молочный жир имеет очень крупную структуру, молочные продукты не всегда могут быть усвоены людьми с проблемами с желудочно-кишечным трактом, людьми в возрасте или маленькими детьми. В процессе гомогенизации происходит принудительный разрыв жирового шарика. Из одного большого жирового шарика получается масса маленьких, которые усваиваются очень легко. В специальном помещении стоят огромные 6-тонные резервуары со смесью, полностью готовые к процессу замораживания и фасовки. В этих огромных чинах готовая смесь охлаждается до температуры от 0 до +2 и созревает. Процесс созревания старения смеси длительный по времени, он занимает до 12 часов. После того, как стаканчики и глазурь готовы, можно приступить к следующему этапу – фасовка мороженого. По трубам смесь поступает из резервуаров, насыщается воздухом и подается в специальный дозатор, который порционно заливает смесь в стаканчики. Кстати, мороженое наполовину состоит из воздуха, который распределяется в продукте в виде мельчайших пузырьков, и в результате мы получаем пышное, воздушное и вкусное мороженое. После расфасовки, мороженое отправляется в камеру шоковой заморозки, где при температуре -40 градусов мороженое находится не менее 1 часа. После чего выходит уже готовый продукт, который упаковывается и отправляется на склад.